Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о крысах. Крысы – вечные спутники человека, и они же один из его главных кошмаров. Крысы губят запасы пищи, являются переносчиками многих заболеваний, могут даже причинить серьезный вред постройкам. Они незаметно для человека проникают в самые потаенные уголки жилища, по канализационным и вентиляционным ходам. Они первые бегут с корабля в случае беды. Для некоторых нет страшнее ругательства, и в то же время для многих это домашний питомец, очень отзывчивый, который привязывается к своим владельцам, узнают их по голосу и внешнему виду, и обоюдно от души друг друге не чают. Да плюс к тому же, крыса также используется в качестве подопытных животных для проведения различных научных экспериментов. И почему именно крысы? И что с этим всем делать? Мне кажется, нужно разобраться и изучить вопрос как можно тщательнее. Поехали! Крысы – род грызунов, семейство мышиных, включают не менее 64 видов. Отметим наиболее распространенные – это серая крыса или пасюк, черная крыса, малая крыса, длинноволосая, кинобулийская, туркестанская, серебристобрюхая, пушистохвостая кроличья и мягкошерстная крыса. Крыс можно смело назвать животными, которые появились на Земле еще до того, как на ней появился сам человек. Они встречаются практически во всех уголках нашей Земли, и все же их ареал обитания ограничивается северными холодными регионами, но это в природе. А там, где есть человек, крысы есть везде. Крысы – это млекопитающие, которые легко приспосабливаются к достаточно сложным условиям обитания. Поэтому часто крысы встречаются на заброшенных научных станциях в Антарктиде. Родина самой распространенной в мире серой крысы предположительно находится в Восточной Азии. В плейстоцене похолодание и наступающие ледники изолировали популяцию крыс на востоке нынешнего Китая. С востока и юга территория их обитания оказалась ограничена морями. С юго-востока – горными тропическими лесами Индокитая, на западе – пустынными плоскогорьями Центральной Азии, а на севере – обширными ледниками Сибири. Из-за этих природных барьеров расселение серых крыс началось только в Голоцене с наступлением потепления. Их естественное расселение по долинам рек шло очень медленно, и за 13 тысяч лет крысы не проникли севернее Алтая, Забайкалья и Южного Приморья. Но как же так получилось, что крысы обитают везде? Завоевать мир серым крысам удалось благодаря, конечно же, человеку, и в основном на морских судах. Так, на полуострове Индостан они появились не ранее 1 века до нашей эры. Оттуда в дальнейшем завозились арабскими мореплавателями в порты Персидского залива, Красного моря, Восточной Африки. Но только на рубеже 15-17 веков, когда зародилась морская торговля Европы с Индией, началось бурное переселение крыс в более благоприятные климатические и хозяйственные условия Европы. К 19 веку серые крысы встречались уже в каждой европейской стране. В Новом Свете, а это Южная и Северная Америки, появились и расселились в районе 17-18 веков. Из Европы также были завезены на побережье Африки, в Австралию и Новую Зеландию. В настоящее время пасюк является доминирующим представителем рода крыс в Европе и Северной Америке. У этих представителей мышиного семейства характерное как для грызунов строение туловища, которое достаточно мощное и имеет овальную форму. Взрослые особи вырастают в длину от 8 до 30 сантиметров. При этом их масса может составлять от 40 до 500 граммов. Существуют виды, которые заметно отличаются от своих собратьев в зависимости от видовых показателей, а также от среды обитания. Например, по размерам вне конкуренции гигантская папуасская крыса, она же басави, обнаруженная на острове Папуа на территории Новой Гвинеи. Длина тела достигает 1 метра и хвоста около 30 сантиметров. Морда крысы заостренная и вытянутая, с маленькими глазами и ушами. У большинства разновидностей хвост абсолютно голый, покрытый чешуйками и редкими шерстинками. Черные крысы отличаются тем, что хвост у них полностью покрыт густой черной шерстью. Челюсти этого грызуна вооружены парами резцов, которые заметно больше зубов. Коренные зубы расположены плотными рядами, что позволяет грызуну быстро и активно измельчать пищу. Между резцами
резцами и коренными зубами можно наблюдать участок, на котором зубы не растут. Клыков у крыс нет, хотя это всеядные млекопитающие. Резцы у крыс растут постоянно, что требует постоянного стачивания, иначе животное не сможет полноценно закрыть рот. Это связано с тем, что у резцов отсутствуют корни. Передняя часть резцов значительно прочнее задней части, поскольку она покрыта прочной эмалью. В результате стачивание резцов происходит неравномерно, и они со временем приобретают долотовидную форму. Зубы у этих зверьков настолько крепкие, что крыса запросто справляется с преградами в виде кирпича или бетона, хотя изначально они предназначались природой для добывания исключительно растительной пищи. На лапках у крыс, хотя и имеются мозоли, но они слабо развитые. Благодаря наличию мозолей многие животные быстро перемещаются по любым поверхностям. Подобный недостаток у крыс компенсируется за счет цепких и подвижных пальцев на лапах. Поэтому крысы могут вести как наземный, так и полудревесный способ жизни, если это в природе. Крысы считаются невероятно подвижными живыми существами и невероятно выносливыми. Как для животных такого размера, они хорошо бегают, набирая скорость до 10 км в час, преодолевая при этом преграды высотой до 1 метра. Ежедневно эти грызуны преодолевают в среднем 12 километров. Они прекрасные пловцы и ныряльщики, поэтому, возможно, могут поймать и рыбу. В качестве убежища для грызунов могут послужить норы, покинутые другими животными, а также искусственные укрытия и гнезда различных птиц. Если это необходимо, то крыса способна вырыть для себя нору самостоятельно. Крысы без проблем могут вести обособленный образ жизни или формировать семейные группы, а также территориальные общины. В колонии может находиться несколько сотен особей, которые подчиняются одному доминирующему самцу и нескольким доминирующим самкам. Каждая такая группа способна контролировать территорию около 2 квадратных километров. У крыс слабое зрение, отличающееся небольшим углом обзора, порядка 16 градусов. Поэтому крыса постоянно вращает головой в разные стороны, изучая пространство вокруг себя. Считается, что крысы воспринимают окружающее пространство в серых тонах, а сплошная темень представляется красным цветом. У крысы прекрасно развитое обоняние и слух, поэтому животные способны слышать звуки частотой до 40 кГц. Грызуны способны различать запахи на значительном удалении. При этом следует отметить, что они без особых проблем выдерживают радиацию в пределах 300 рентген в час. Они считаются всеядными грызунами, но при этом их рацион питания зависит от условий обитания, что напрямую связано с их образом жизни. Каждому животному в сутки необходимо около 25 граммов корма. При этом отсутствие корма животные переносят очень тяжело. Как правило, через трое суток без пищи животное может погибнуть. Еще тяжелее животными переносится отсутствие воды. Чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность, крысам необходимо выпивать до 35 мл воды в сутки. Физиологические особенности крыс заключаются в том, что они больше приспособлены к потреблению пищевых объектов с большим содержанием белка. Поэтому вполне естественно, что им просто необходима животная пища. Серые крысы никогда не занимаются заготовлением пищи впрок. Рацион питания черных крыс в основном связан с растительной пищей. У крыс прекрасное чувство насыщения, поэтому они никогда не объедаются, даже будучи очень голодными. Когда крысы селятся недалеко от жилья человека, то они питаются любой едой, к которой имеется доступ. Те крысы, что обитают вдали от человеческого жилья, способны питаться мелкими грызунами, моллюсками, земноводными, яйцами птиц и их птенцами. Те виды, которые обитают на побережье, питаются дарами морей и океанов, выброшенными на берег волнами. Крысы, независимо от видовой принадлежности, размножаются весьма высокими темпами. Это связано еще с тем, что они быстро достигают периода половой зрелости. Самки вынашивают свое потомство за короткие промежутки времени. В течение 1 года каждая взрослая самка рожает до 4 десятков крысят, при этом беременность длится около 3 недель. У крыс достаточно естественных врагов, поскольку крысы входят в рацион питания многих хищных животных и птиц.
А в некоторых странах крыс употребляют в пищу. Многие не согласятся, а специалисты говорят, что ее нужно просто правильно приготовить. И все это, дорогие друзья, относится к крысам, которые в основном живут в природе. Но есть, по крайней мере, 2 вида крыс, которые являются синантропами, то есть просто уже не представляют свою жизнь без человека. К ним можно отнести, например, тараканов, комнатных мух, мышей, да и постельных клопов туда же. Противостояние человека и крыс длится на протяжении тысячелетий. В наше время такая борьба получила официальное название дератизация. Несмотря на дурную славу в Европе и во многих других странах, в том числе и в странах Америки, в некоторых странах Востока этот грызун получил статус божественного животного, которое символизирует богатство, мудрость и достаток. Но негативный образ этого грызуна связан с несколькими эпидемиями чумы в Европе, переносчиками которой в том числе, как считают люди, были и крысы. Хотя то, что это было время абсолютной антисанитарии, никого не останавливает. Крысы причастны к серьезным экономическим ущербам, которые связаны с порчей и поеданием различных видов товаров, как продовольственного, так и другого назначения. Эти грызуны повреждают изоляцию электрических сетей, что приводит к появлению пожаров, уносящих жизни многих людей, не говоря уже о порче имущества. Некоторые виды крыс наносят серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам, поскольку они просто уничтожают посевы. Поэтому в таких условиях люди прибегают к различным способам защиты посевов от нашествия грызунов. В некоторых случаях их просто отпугивают, а в некоторых уничтожают физически. В настоящее время крысы представляют серьезную угрозу для здоровья всего человечества, поскольку эти грызуны переносят возбудители опасных болезней. Опасность их жизнедеятельности еще и в том, что эти грызуны способны абсолютно незаметно проникнуть в человеческое жилище через системы канализации и вентиляции. Да, самый излюбленный способ проникать в наше жилище по трубам, причем 4 сантиметра в диаметре, им вполне достаточно. И еще они чемпионы по плаванию. Соединяем эти 2 навыка и получаем животное, которое в один прекрасный день может вынырнуть из вашего унитаза. И встреча с крысой на ободке белого друга не редкость. В средние века пытки с применением крыс относились к числу самых страшных, а сегодня жители мегаполисов жутью пересказывают друг другу страшилки о заброшенных участках метрополитена, населенных крысами-великанами, которые могут легко расправиться с человеком. Сказки сказками, но крыса вполне может напасть на человека. Случается это не так часто, как в фильмах ужасов, но и не так уж и редко. Привожу данные специальных исследований. В них сказано, крысы кусают ежегодно 1 человека из 100 тысяч. То есть во всем мире каждый год происходит примерно 100 тысяч нападений крыс на людей. Другая статистика утверждает, что лишь 1 человек из 36 сообщает о таких укусах. То есть в действительности число нападений крыс на людей может доходить до 3,5 миллионов в год по всему миру. А в странах третьего мира, в трущобах и нищих районах, где крыс очень много, на фоне общей нехватки источников еды, эти зверьки нередко грызут пятки спящим людям и даже пытаются кусать за мягкие ткани тела. С другой стороны, здесь же многие бедные люди ловят крыс для пропитания, а при такой охоте неизбежны покусы зверьками. Ну и тут нельзя говорить про крыс, которые хотят убить или растерзать человека. Это просто грызуны, которые кусают из-под тишка, оценивая человека в качестве пищи, либо в рамках самообороны. От того, с какой целью крыса нападает, обычно зависит и то, чем именно закончится такая атака. Крыса – существо по сравнению с человеком небольшое, хотя у страха глаза велики, и понятно, что маленькое животное может напасть на более крупное существо лишь в отдельных случаях. Прежде всего, крыса может атаковать человека, защищая себя и свое потомство. Это происходит, когда грызуна пытаются схватить или разоряют его гнездо. Не зря ведь бытует поговорка о храбрости крысы, загнанной в угол. Вторая ситуация, когда крыса способна напасть в сильный голод. Крыса может попытаться откусить кусок кожи и даже плоти у человека, но только в том случае, если человек беспомощен или обездвижен. Например, это маленький ребенок, или больной, ну или спит, ну или, наконец, связанный по какой-то причине взрослый. Загнанная в угол крыса, которая вынуждена защищать свою жизнь, стремится не столько отъесть кусок от нападающего на нее человека, сколько напугать
напугать его. Нападающая крыса обычно прыгает, издавая при этом громкий писк. При этом она запросто может тяпнуть и даже очень больно. Ученые проверили силу укуса серой крысы. Грызун создает резцами давление в 500 кг на квадратный сантиметр. Такая сила челюстей позволяет крысам перегрызать металлические провода. Так что располосовать ладонь до кости крысе ничего не стоит. Если нет специальной задачи непременно изловить зверька, то, столкнувшись с крысой, гораздо разумнее дать ей убежать. Крысы являются переносчиками таких болезней, как лептоспироз, бешенство, туляремия, мышиный тиф. При этом причиной заразы далеко не всегда оказывается укус крысы. Во многих случаях достаточно взять пищу руками, которые касались крысок. На сегодняшний день люди борются с крысами преимущественно при помощи ядов. Но этот метод создает определенные риски для окружающей среды. Крысиным ядом могут отравиться другие животные, да и сами люди. Ученые также обнаружили, что в некоторых случаях у крыс развивается иммунитет к определенным ядам. Так что кто кого травит, непонятно. Ну что же, жути мы нагнали. И получается, что крыса такая плохая и никому не нужна? Это неправда. Большую нишу среди самых распространенных домашних любимцев занимают грызуны. Многие дикие представители данного семейства не вызывают положительных эмоций, но декоративные особи очень часто становятся любимцами, и одним из них является домашняя крыса декоративная, уход и содержание которой довольно просты, и это делает их популярными среди любителей грызунов. Благодаря селекции есть разные породы домашних крыс, подходящие для содержания дома. Несмотря на плохую репутацию их диких собратьев, представители домашних видов отличаются большим количеством положительных качеств. Домашние особи, как и все крысы, отличаются интеллектом, хорошо ориентируются в пространстве и легко дрессируются, но не такие агрессивные. Они любознательны, любопытны, активны, очень преданы и любвеобильны. Они действительно привязываются к своему хозяину, скучают по нему и узнают его из всех. Крысы умны, знают свое имя, учатся быстро и хорошему, и плохому. Например, как открыть свою клетку и выбраться на волю. Соображают мгновенно. Кстати, насчет особенностей есть такой случай. Может и неправда, но мне понравился. Особые способности серая крыса проявляет в ситуации, когда видит око, да зуб не имет. Для пасюка, похоже, не существует неразрешимых задач. Однажды на складе с молочной продукцией пасюки сумели добраться до содержимого бутылок с кефиром весьма оригинальным способом. Вскрыть крышечку из фольги для них труда не составляло. И дальше зверек садился верхом на соседнюю бутылку, опускал внутрь вскрытой бутылки хвост, вытаскивал, облизывал, опускал опять и опять облизывал. И так до тех пор, пока не насыщался. И кроме поедания тайком кефира, крыса оказала очень большой вклад в науку. Профилактика и лечение заболеваний человека – основные задачи современной биомедицины. Незаменимыми помощниками ученых для их решения являются лабораторные животные, и в особенности крысы. Крысы очень схожи с человеком по составу крови, физиологическим реакциям в ответ на различные воздействия. Это делает лабораторных крыс прекрасным объектом для моделирования большого количества заболеваний человека, изучения патологических процессов, создания лекарств и разработки профилактических мероприятий. Да, речь идет именно об этих тружениках науки, которые ценой жизни способствуют прогрессу в науке и медицине. Крысы являются одним из основных экспериментальных систем в биологических и медицинских исследованиях. За долгие годы были выведены специальные лабораторные крысы. Благодаря быстрому метаболизму, неприхотливости, неагрессивности, они до сих пор остаются одним из основных объектов во многих отраслях биологии. На подопытных крысах в различных научных областях проводится значительное число экспериментов. Практически всегда по окончанию эксперимента животные погибают. В редких случаях, когда они выживают, кто-то забирает их себе домой, но все же обычно их ждет умерщвление под анестезией и утилизация. Зоозащитники много лет выступают против проведения экспериментов над животными, и это я считаю правильно, и по крайней мере есть результаты. Единственная реальная альтернатива на сегодняшний день – это сокращение количества подопытных, когда это не вредит достоверности полученных результатов. К примеру, раньше ученым приходилось умерщвлять сотни грызунов на разных этапах развития опухоли. Теперь же они наблюдают за развитием болезни на примере одного животного при помощи флуоресцирующего красителя. Пока что ученые не могут полностью отказаться от испытаний на животных,
животных, поскольку альтернативные методы слишком дороги, пока что не оправданы, да и далеки от настоящего организма. Но это, тем не менее, жизнь, хоть и крысиная, но жизнь. Хотелось бы подытожить вышесказанное. Крысы – это уникальные существа на нашей планете. И оказывается, не все крысы на нашей Земле приносят вред человеку. Да, борьба с грызунами – многомиллиардная индустрия, но было бы куда эффективнее решать вопросы с мусорными свалками. Если у крыс будет меньше еды, они сами начнут регулировать свою популяцию, производя меньше потомства. Если бы люди разобрались бы с такими вопросами, как утилизация мусора и плохо работающая канализация, результаты были бы заметны. Человек сам создает проблемы для себя, но зачастую не хочет их решить. И крысы – один из лучших примеров вида животных, которому человечество помогло распространиться по всему миру, и который хорошо приспособился к новым условиям жизни на Земле. И в будущей экосистеме они будут играть важную роль и вполне возможно переживут людей, если люди не перестанут халатно относиться к вопросам своей жизнедеятельности. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.